мои вопросы ответить. Хорошо, ну что, начнем мало-помалу. Добрый вечер, здравствуйте. Рад приветствовать всех, кто на прямом эфире у меня, да, и рад приветствовать всех, кто смотрит это дело в записи. На самом деле, да, видео может вам показаться длинным, последнее что-то около 2 часов получилось. Ну, как получилось, так получилось. Ничего страшного в этом нет, не обязательно смотреть его целиком и полностью сразу, да. Можно частями, все это будет сохранено в записи, поэтому можно будет смотреть, пересматривать какие-то понятные, непонятные моменты, перематывать, смотреть и наслаждаться, скажем так. Хорошо, сегодня Иерофант, старшие арканы, значение карты и смысл самой карты. Видео по смыслу жизни, по картам Таро, в частности по Иерофанту, у нас будет тоже на этой неделе, но попозже, в пятницу, поэтому если вы еще не подписаны, подписывайтесь, да, ну вот все эти стандартные фразы, которые говорят ютуберы. Кстати, раз уж про YouTube речь зашла, я очень прошу вас поставить лайк, да, и написать что-нибудь в комментарии, даже если вы смотрите этот эфир в записи, все равно прокомментируйте что-нибудь, пару слов, там, пан Роман, спасибо большое, какой вы молодец, красавец, и вообще все здорово, самый лучший канал, самый умный таролог. Что-то в этом роде пишите, либо наоборот, если вам не нравится, ну, ты ерунду пишешь, да, ну, ты ерунду говоришь и прочее. В любом случае, YouTube считает, что комментарии и лайки это хорошо, и он будет показывать эти видео новым зрителям, на канале будет больше зрителей, видео будут выходить чаще. По-моему, логично, да? С вас лайки и комментарии, с меня новые видео. Стандартно. По поводу рекламы. Я пока не определился, оставить рекламу на канале или нет. Вроде бы собираюсь убрать эту рекламу, но YouTube очень любит видео, в которых есть реклама, просто потому что он их лучше продвигает. В этом смысл существования YouTube. Они на рекламе деньги зарабатывают, поэтому пару рекламных фрагментов, наверное, я все-таки буду оставлять, но буду стараться делать так, чтобы это не было напряжно, да, чтобы не было много рекламы, потому как все равно я с нее много не зарабатываю, мне в этом смысла нет, но для продвижения оставим. По крайней мере, я сделаю так обязательно, что любую рекламу можно будет пропустить. То есть не будет такого, что вам придется смотреть рекламу, да, там секунд 5 она идет, ее можно будет выключить. В любом случае, я считаю, что лучше пусть YouTube делает, что он там себе делает с этой рекламой. Мы ее будем уменьшать, насколько это возможно. Хорошо, ну что, Иерофант, да? Старший аркан. Так, давайте включим режим лекции. Намасте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем еще раз. Включаем режим лекции, ну и поехали, полетели. Да? Что у нас? Как мы с вами помним, работаем мы по системе астрологических соответствий с картами Таро. Да? Кому интересно в деталях, что это за система такая, поищите, пожалуйста, видео на канале. Есть плейлисты с описанием системы, там со всеми арканами, в общем и целом, скажем так, общий обзор. Экспресс-курс такой, да, интенсив. Вот, там есть про эту систему более подробно. Сейчас мы с вами рассматриваем первую семерку старших арканов, да. Наверное, как-то там можно будет включить. Нет, не помню, как это включается, ну ладно. Первую семерку старших арканов сегодня рассматриваем, то есть первую треть зодиака, это развитие, да, начало развития, потом идет вторая треть, это становление, либо фиксация того, что происходит, ну и итоговая последняя треть зодиака, это движение уже к метаморфозе, к изменению всего, либо если смотреть по астрологической системе соответствий, первая треть зодиака это еще и то, что заложено в человека природой, подсознательные его способности, действия какие-то. Вторая треть — это то, что человек с ними делает, как он их осознает и как развивает в себе. И третья, последняя треть — это как человек, собственно, эти свои развитые качества воплощает в общении с другими людьми. То есть мы так с вами видим, что это развитие несколько линейное, скажем так, но важно понимать, что это развитие всегда начинается с какого-то момента, да, не обязательно с
с Овна, не обязательно с Марса, но тем не менее с первого дома просто принято так в астрологии. От этого и будем отталкиваться. Так, ну что, поехали, да? Это я, скажем так, вам напомнил. Еще раз, интересующиеся, пожалуйста, проходите на плейлист по интенсив курсу по картам Таро. Там эта система разобрана чуть более или менее в общем. Хорошо. Итак, у нас сегодня 5-й старший аркан, Иерофант. Фигура узнаваемая, это, конечно, Папа Римский, но почему карта называется Иерофант, а не просто Папа, да, как, допустим, в других колодах очень часто эту карту именуют именно Папа, да, имеется в виду, конечно, не отец, да, а Папа Римский. Ну, по одеянию, я думаю, вы узнали. Образ достаточно узнаваемый, четкий, понятный, но требует расшифровки. И весь интерес-то именно в том, что видим мы Папу Римского, а название карты еще раз Иерофант. Кто такой Иерофант? Почему название не совсем соответствует изображению? Либо наоборот, может быть, оно соответствует. Вот на этот вопрос мы с вами сегодня ответим. Я вам объясню глубинный смысл карты. Не просто значение, да, о значениях тоже речь будет идти, но скорее это глубинный смысл карты. Зачем я это делаю? Ну, те, кто давно уже смотрит мои видео, те, кто знаком с системой, по которой я работаю и которой обучаю, это глубинное понимание смысла карты. Не просто работа со значениями. Значения это уже производные, само собой, от истинного смысла карты. Можно сказать, что я стараюсь свести карту к архетипу и работать, собственно, с архетипом. Поэтому у нас с вами, можно сказать, что это архетип религии, но я бы не был так в этом уверен. В основном-то речь, когда традиционное толкование затрагивают именно эту карту, то речь идет почему-то именно о религии. Ну, понятно почему, да. Тут мы с вами видим религию в чистом виде, да, самый яркий. Ну, наверное, все-таки самый яркий ее представитель, вот именно традиционной европейской религии, христианской, в частности, католической, да, ветви христианства. Он и представляет, и персонифицирует собой как бы эту религию. Почему как бы, об этом чуть-чуть позже, да. Если мы берем какие-то другие карты, более или менее, ну, вернее, другие колоды Таро, да, например, какие-то современные нью-эйджевские колоды, да, где очень много отсебятины, но очень часто очень интересная отсебятина, которая на самом деле заслуживает внимания. Там эту карту очень часто рисуют как, допустим, Будду. Да, либо Далай-лама, либо что-нибудь такое еще в этом роде. То есть, ну, яркий представитель религии, неважно, западной, восточной. У нас все-таки версия скорее традиционно западная, поэтому у нас Папа. Давайте глубже копнем в эту карту, а я пока напомню, что у нас это, если мы сопоставляем с зодиаком, у нас это 3-й дом, и эта карта может быть и является, в принципе, парной к влюбленным, либо любовникам, да, вот уже сам перевод карты The Lovers, да, либо влюбленные, любовники, всегда нужно обозначать два смысла перевода. То есть перевод это отдаление смысла еще больше, нежели изначальный оригинал. Но об этом мы сегодня говорить не будем, а об этом я только упомяну в том плане, что Иерофант, он, конечно, является парной картой, работающей рядом вместе непосредственно с любовниками. Во-первых, они в одном доме, относятся к 3-му дому, относятся к 2 планетам Меркурий и Прозерпина, которые достаточно дружественные, работают вместе в одном доме. Просто 3-й дом — это первая обитель для Меркурия, ну и 2-я обитель для Прозерпины. Многие, я вот все жду, когда же мне скажут в чатике, какая еще парная карта является отчетливо парной к Иерофанту. Вот давайте я дам вам пару минут, кто мне первый скажет, что за карта является отчетливо парной к этой карте.
Вот тот молодец, тот может взять себе с полки пирожок. Хорошо. Пока еще напомню, что третий дом это у нас, конечно, близнецы. И близнецов мы с вами видим на этих двух картах. Во-первых, конечно, это ученики этого самого Иерофанта, служители культа, скажем так. Вот. И, конечно, это влюбленные, да, Адам и Ева. Можно сказать, что это близнецы, так как их двое, они одинаково обнажены, находятся в равных условиях, находятся по соседству, скажем так. Дьявол, да, жрица, ну, постольку-поскольку. Жрица может быть созвучной только потому, что она находится в очень похожем положении. На самом деле, да, интересно, если мы берем два столба, Боас и Яхим, но заметьте, тут черные и белые столбы Боас и Яхим, да, это истинность, на котором зиждется весь фундамент нашего существования, да, можно сказать, что это совесть нашего существования. Столбы в Иерофанте, они серые. Это то, как их видят люди, да, они все смешивают, все понятия, поэтому нельзя сказать, что это крайние какие-то понятия, скорее наоборот. Эти крайности, они смешиваются и перетекают одна в другую. Так вот, конечно, дьявол является визуально отчетливо похожим на Иерофанта. Он сидит практически в той же позе, может быть, только трон у него чуть не такой, да. Те же самые два ученика мы с вами видим, и мы с вами видим, что это Адам и Ева, опять же, ну, чуть несколько в видоизмененном, скажем так, виде. Вот. И надо сказать, что если мы сопоставляем 9-й дом, да, и 3-й дом, это противоположные, противоборствующие дома. И тот, и другой дом, они очень много работают с информацией, очень много работают с обучением, очень много работают с передачей чего-то из одного состояния в другое. Да? Один дом у нас огненный, да, это 9-й дом с Юпитером, с высшей огненной планетой, а этот дом у нас воздушный. 3-й дом, дом близнецов, дом Меркурия. Карты на самом деле очень похожи внешне. Вот. И говорят они, в принципе, об одном и том же, просто с разных точек зрения. Но об этом мы более тщательно, основательно покопаемся в дьяволе. Потому как дьявол лучше всего раскрывается именно в контексте противоборства с Иерофантом. Вот об Иерофанте давайте более отчетливо поговорим. Маг. Ага, маг. Ну, маг тоже достаточно интересная карта. Тут уже интереснее у нас становится. Дело в том, что маг традиционно считается картой, которая указывает на Гермеса Трисмегиста, потому как самый яркий представитель, скажем так, профессии мага, это был как раз Гермес Трисмегист. Вот, поэтому очень часто карту маг связывают именно с Меркурием, потому как Меркурий это работа со знаниями, и, конечно, маг оперирует, орудует некими знаниями. Без знаний действия мага невозможны, скажем так. Но если мы будем связывать с вами мага с Марсом, а в частности еще и с Афиной, я очень советую вам посмотреть лекцию по поводу мага, то мы с вами заметим, что маг это, конечно, человек действия. В любом случае, он отчетливо что-то делает. Он берет некую высшую идею и воплощает ее на материальном уровне с помощью 4 стихий. Он орудует, он пользуется этими 4 стихиями. Он что-то делает. Он использует эти знания. А вот Иерофант у нас, он ничего не делает. Он сидит и эти знания просто передает другим людям. Вот в чем разница между Меркурием и Марсом. Марс это отчетливо деятельный бог. Он, если что-то хочет, он берет и делает. Захотел Афродиту, пришел, пока там не было Гефеста дома, и что захотел, то и сделал. Афродита только рада, да? Гефест, правда, был не очень доволен. Вот. Но Иерофант это не деятельная фигура. Точно так же, как и Меркурий, это бог, который в принципе-то ничего и не делал. Он передавал
людям, либо другим богам волю высших существ, богов, да, то есть он являлся богом-посредником между всеми сторонами конфликта, скажем так. Он просто использовал информацию, передавая ее кому-то. За него все делали. Вот. Это как тот самый гуру, да, сенсей, старый учитель, который сидит, окруженный учениками. Ученики все такие молодые, да, говорят: сенсей, идем сегодня вниз в деревню. В деревне праздник, девушки будут молодые, интересно будет, классно. Он говорит: да старый я уже по девушкам ходить, да. Давайте-ка лучше вы их сюда, да. Вот, поэтому Иерофант, он ничего не делает. Он хранит знания. И он решает, допускать вас к этим знаниям, либо не допускать. Давайте копнем глубже, чтобы вам было чуть-чуть понятнее функция Меркурия. Потому как отчетливо, и конечно же это Меркурий. Сама карта. Что мы с вами видим, допустим, по Уэйту. Давайте послушаем, что там Уэйт нам рассказывал про эту карту. Я не буду все зачитывать, да, самые отдельные яркие такие моменты из описания Уэйта. Надо сказать, что я с осторожностью отношусь к описанию карты от автора, от Уэйта. Дело в том, что есть версия, что он написал маленькую белую книжечку к этим своим картам после того, как ему сказали, что что-то как-то ты уж достаточно вольно обращаешься с секретной информацией Ордена Золотой Зари. Есть версия, я не знаю, правда, верить этому или нет, что в маленькую белую книжечку он, с описанием карт, да, с практическим толкованием карт, он написал специально, чтобы запутать следы, да. Ну, правда это или нет, сложно сказать, но порой его значение, его трактовки своих же собственных карт достаточно серьезно разнятся с тем, что они на самом деле представляют собой, и Уэйт просто не мог этого не знать. Поэтому некоторые специалисты считают, что он таким образом как бы зашифровал в образах карт какие-то реальные значения, а словесно он так напустил тумана. Но, тем не менее, интересные замечания у него и в этой маленькой белой книжечке тоже есть. Например, как таковой Иерофант является проводником благодати, принадлежащим, в отличие от мира природы, миру человеческих установлений. То есть, смотрите, он принадлежит, конечно, человеческому миру, но, тем не менее, он проводит благодать. А благодать — это явление сверху, от Бога. Да? А также он является проводником к спасению души всего человечества в целом. Надо сказать, что про эту карту он еще написал, что это не философия, как ошибочно полагали, разве что с теологической стороны, то есть со стороны допуска к Богу, да, познания Бога. Это не вдохновение, и это не религия, хоть он и является одним из способов ее выражения. То есть, смотрите, с одной стороны, он как бы и не говорит толком, что же это такое. С другой стороны, некоторые фразы типа «воплощение порядка», «глава признанной иерархии», служащий отражением иного высшего иерархического порядка. То есть, принцип, что на небесах, то и на земле, сохранен, да, высшая иерархия божественная олицетворяется этим же самым, но уже таким земным иерархом в виде этого самого Иерофанта. Вот. Он не говорит, что именно значит эта карта, но очень много говорит о том, что это не значит. Это не религия, это не вдохновение. Для нас важно понимать, что это не религия, это скорее форма религии. Да? То есть что у нас такое, вернее, это скорее форма веры. Что такое у нас? Вера — это то, что мы чувствуем, то, что мы знаем внутри себя глубоко, отчетливо. Мы просто верим в то, что мы слышим, потому что мы чувствуем внутреннюю синхронность с той информацией, в которую мы верим. Да? Если совпадает с нашим чувствованием, то значит, наверное, это нам кажется правдой. Да? На самом деле хорошие знания, в них мы всегда верим. Мы всегда верим во что-то, в то, чего мы не видим. Иерофанту мы верим потому, как он говорит о Боге. Мы этого Бога, подразумевается, что мы его не видели, а вот он как бы видел. Он знает, о чем говорит, потому как он посредник в общении между нами и Богом. Вообще, Папа Римский, если вы знаете,
Он, в принципе, является посредником, официально признанным посредником между людьми и Богом. Он является проводником божественного слова оттуда сюда. Официально, осознанно избираемым людьми, чтобы представлять все человечество как бы в физическом виде перед Богом. Как именно это делается, ну, это сложные такие понятия, теологические, я в это не лезу, я не особо религиозный человек. Я верующий, я знаю, что там что-то есть, но в каком виде это Аллах, Христос, Бог Отец, Ахура Мазда или, ну, кто угодно, может быть, да? Великий архитектор, абсолютно не важно. Важно, что там что-то есть, форму мы придаем ему сами. Причем именно с помощью религии, официальной религии. Так вот, религия — это просто форма нашей веры во что-то. Нам же нужно во что-то воду наливать. Как мы? Просто руками пить — это, ну, не порядок, это не цивилизованно. Надо, чтобы все люди верили во что-то одно. Оформленное. Вот эта оформленность и есть этот иерофант. То есть некая мысль, которая передана нам сверху вниз в каком-то отчетливом виде. Вот есть реальный человек, вот он говорит, он глаз Бога. Это и есть функция Меркурия. Меркурий, он не несет от себятины. Он говорит человеку то, что ему велел передать Зевс. Он передает человеку то, что велел ему отдать Зевс. Какие-то доспехи, какие-то там прибамбасы, да, которые нужны, само собой, для подвигов человека, либо там полубога, неважно, либо бога самого. Все общение, все новости переносил вот тот самый Гефест. Ой, не Гефест виноват. Гермес, само собой. Меркурий, он же Гермес. Если мы с вами отвлечемся на секундочку и возьмем, вспомним, что такое третий дом, заметим интересную вещь. В классической астрологии третий дом — это поездки, контакты, общение, братья и сестры, то есть что-то похожее, да? Близнецовость такая. Соседи, речь, письмо, дела, хлопоты, какие-то занятия, заботы такие общебытовые, текущие, да, те, которые нужно сейчас сделать. Сегодня, да, сейчас же нужно сделать. Срочные, быстрые. Деловые и организационные качества. То есть работа с информацией в первую очередь. Человек организованный и деловой, он работает с информацией в первую очередь. Если ты хочешь что-то организовать, ты должен понять, как это работает, ты должен сообразить, выстроить себе схему, которая само собой выстраивается из той информации, которая у тебя есть. Знакомства, связи, в том числе родственные, да, еще и потому, что ты через кого-то делаешь что-то, ты через кого-то передаешь свою волю. Торговля пишут в чатике, да, и торговля в том числе, потому как, ну вот мелкий средний бизнес, да, мелкий средний бизнес, он чаще всего и основан-то на торговле. Большинство мелкого и среднего бизнеса — это именно торговля. Производителей на самом деле, ну, не так много, а вот распространителей, как бы их больше. Знакомства, связи. Торговля скорее именно в плане что-то где-то взять и передать куда-то подороже, да, то есть торговцы, они есть меркуряне, скажем так, да, это люди, которые быстрые на ногу, которые могут сегодня схватить что-то, взять, и пока это не упало в цене, пока товар не испортился, пока рыба не протухла, нужно ее быстренько продать. Поэтому все деловые люди, насколько вы могли бы заметить из своего жизненного опыта, даже если и исходить, они такие активные, быстрые, подвижные, да, у них много знакомых, у них достаточно много информации в голове, они постоянно с кем-то общаются, мониторят рынок, им нужно видеть, что, как, где происходит. Вот. Они не всегда понимают, что происходит на рынке, но они чувствуют. Просто потому, что в курсе дел. Они не всегда видят причины изменений на рынке, допустим, да, но они очень быстро на них реагируют, на эти изменения. Им некогда сидеть и думать, почему же там упал доллар, да. Они знают, что доллар упал, нужно быстренько там
сдавать этот доллар, покупать рубли, либо наоборот. Вот весь этот обмен, переход из одного состояния в другое, все это меркурианская такая энергия. Если вы помните, да, о переходе из одного состояния в другое, о хождении на ту сторону, скажем так, мы с вами говорили на прошлой лекции в рассмотрении императора. И вот там как раз отчетливо чувствуется Хирон, энергия Хирона, двойственность миров, да, вот есть высший мир, либо и низший мир, либо какой-то безопасный и опасный. То есть вот эта грань всегда чувствуется в Хироне, в императоре. Император, он сидит на этом квадратном кубе, на квадратном троне, четко ограненном. А император — это всегда грани. Это то, что создала природа, и человек потом облагородил. По императрице, я вам напомню предыдущую лекцию, да, императрица — это, конечно, самородок. Какой-нибудь алмаз. Алмаз-самородок, да. А вот император — это уже ограненный алмаз, да, приложенный, искусственно какая-то сила приложена, чтобы сделать, придать грани, чтобы был четкий переход между двумя линиями, между воздухом и между камнем, да. Ограненный искусственно — это и есть император, упорядоченный. Вот. А он подчеркивает красоту. Так вот, Меркурий в Иерофанте — это работа уже с той информацией, которую вы можете извлечь из хождений между двумя мирами. Это жизнь на разницу в цене, сколько ты купил и сколько ты продал. То есть это уже использование этого самого Хирона на уровне Меркурия, да, то есть ты им уже пользуешься, ты используешь всю эту информацию, которую ты добываешь там, куда ходят все эти императоры. Может быть, чуть-чуть общо еще, тогда не очень понятно звучит, но сейчас мы это проясним. Давайте для начала коснемся самого названия карты. Иерофант, да, почему Иерофант? Почему не Папа Римский, да, как вот в колоде, допустим, Папюса? Там просто The Pope, Папа, да, и все. Что тут? Понятно, религия. Чаще всего эту карту в плоском смысле так и трактуют. Религия, либо традиция, да, потому как религия — это некие ритуальные, то есть повторяемые традиционные действия, да, которые заключают в себе некий внутренний, порой скрытый смысл. Но, конечно, он должен быть явным, чтобы люди понимали, что это делают. Ну, скажите мне, приходя в современную церковь, да, ну как в современную, там, в христианскую, да, в католическую, в православную, скажите, на какой процент вы можете сказать, что отчетливо понимаете, во-первых, что там говорит священник на этом древнерусском церковнославянском языке, да? Я-то понимаю, допустим, я филолог, да, плюс я еще с мифами работаю много. Но вот обычный человек, обыватель, много ли он понимает? Много ли он понимает в тех действиях, которые производят священники? Зачем они это делают? Зачем водой кропят? Зачем стригут? Зачем, ну вот постриг зачем делается младенцу? Зачем свечки зажигают? То, сё, пятое, десятое. Какие-то вот ритуальные действия, они для нас утратили уже этот смысл. Смысл должен знать Иерофант. Теперь, кто такой Иерофант? Надо рассказать вам про элевсинские мистерии. В Древней Греции были такие обряды инициации в культах богинь плодородия. Диметры и Персифоны. Вот. А Диметра и Персифона, она очень близка к ощущению императрицы. Да? Само собой, что основной смысл императрицы — это, конечно, Афродита, но у нас же нет четкого соответствия между богами, богинями и картами Таро. В образ императрицы входят, конечно же, и Диметра, и Персифона в чем-то, да, некими своими качествами. Вот. В частности, плодородием. Речь идет именно о плодородии, об умении сделать что-то такое, чтобы увеличить количество. Вот. Если мы с вами вспомним, кстати, по третьему дому, вторая обитель третьего дома, планета, у которой находится вторая обитель в третьем доме, это Прозерпина. Она же и есть эта самая Персифона.
Персефона ее звали в Древней Греции, в Древнем Риме имя переиначили под Прозерпину. Ну, в принципе, это одна и та же богиня, да? Вот. Так вот, эти празднества проводились ежегодно в Элевсине, около Афин. В Древней Греции из всех древнегреческих обрядов они считались наиболее важными. То есть, ну, это серьезно было, очень серьезное дело было. Это приобщение к высшему миру, к миру богов. Каким образом людей приобщали к миру богов? Да? Иерофант, если мы берем греческое слово иерофанты, это знающий будущее, в прямом смысле слова, да? У древних греков это старший пожизненный жрец при элевсинских таинствах. Вероучения, обряды, культовые действия держались в тайне от непосвященных, а инициация, то есть введение в эту религию, как полагали, объединяла человека с Богом вплоть до бессмертия и обладания божественной властью в потустороннем мире. То есть, если ты постигал некие тайны, некие знания, если тебя приобщали к ним, ты как бы познавал богов, ты как бы с ними знакомился, общался и мог быть уверенным, что после смерти о тебе вспомнят и скажут: о, давай к нам, на небосвод, да? Вот, что тебя не в Аид спустят, да, а возьмут к себе в божественную компанию. Вот, так вот, как эти самые иерофанты приобщали жаждущих общения с богами, то есть жаждущих знаний. Вообще, что такое общение с богами? Это, конечно, работа со знаниями в любом виде, да? Когда ты видишь некое природное явление, ну, то есть Бога, да? То, как это понимали древние греки, если что-то происходит, значит, это Бог делает. Вот. Ты хотел понимать причины этого. Почему, зачем Бог себя так ведет, да? Почему он бьет в меня молнией? Зачем он на меня дождь насылает? Чего он злится, там, волнуется над этим морем, океаном, да, как Нептун, злой Посейдон. Вот, поэтому он хотел знать, хотел приобщиться к этому высшему знанию. И приобщались к этому высшему знанию очень просто. И иерофанты во время этих мистерий предлагали ученикам, посвящаемым, инициируемым, кикион. Это напиток, предположительно, из ячменя и мяты. Заметьте, ячмень, да, это зерно, по сути. Диметра и Персефона — это две богини, которые непосредственно командовали именно зерном и хлебом. Диметра, в принципе, как живородящей силы природы, которые производят это вот зерно, пшеницу, дары природы, скажем так, это и есть Диметра. Ее очень часто рисовали с рогом плодородия, да? С рогом изобилия. Вот. А Персефона — это символика одного зерна, зернышка, которое кидали в землю, и оно потом вырастало. Об этом подробнее мы поговорим в 6 доме, в Деве. Это и есть та самая Прозерпина, Персефона. Гранатное зернышко, как символика плодородия, но Персефона — это одно зернышко. В то время как Диметра — это множество всех этих гранатов, зерен, это пшеничное колосье, да, пшеничный сноп — это Диметра. А вот зернышко — это Персефона, Прозерпина. Живородящая сила самого зерна. Вот, это часть от Диметры, дочка, производная, да? Вот, так вот, кикион делали из ячменя и мяты. И есть сведения, что в состав кикиона входили психотропные вещества, спорынья и псилоцибин. Почему они туда входили? Потому что спорынья — это, грубо говоря, грибок. Это плесень. Зерно раньше хранить, особо, тем более в древнегреческом климате, зерно хранили в специальных таких кувшинах больших, да, для хранения зерна. И оно там часто портилось, особенно если были излишки, оно часто портилось. Порастало этой самой плесенью, спорыньей. Ну и так как там все-таки было безотходное производство, то люди со временем заметили, что если ты делаешь из этого зерна напиток, тем более если печеньки делаешь, да, а к этим самым, к этому напитку часто давали еще и такие вот печеньки, да, и мы, кстати, вот последствия всего этого видим в современных ритуальных, таинственных действиях. Вот это самое вино
да, и обладка, которую нам дают в церкви, в католической, в православной тоже, по-моему, да, вот это кровь и тело Христова, это те самые напитки, только чуть-чуть другие, да, те, которые можно давать людям. А вот раньше секрет производства этого напитка знал только Иерофант. Что делал этот напиток? Спорынья относится к виду грибков, да, плесени, которая производит на человека психоделическое воздействие. То есть это психоделик, грубо говоря. Человек меняет свое сознание и начинает чувствовать все напрямую. Он как бы познает этих богов без формы. Напрямую он общается с ними как с живыми, да, он начинает познавать, он начинает понимать, как это все. Так вот оно как, Семёныч, да, или там Михалыч, кто там. Вот тот, кто вам дает этот напиток, знающий, опытный человек, да, проводник, шаман, который вас знакомит с этими духами, с богами, вот это и есть этот самый Иерофант. Почему он знающий будущее? Потому как под воздействием психоделиков ты мог непосредственно... еще раз, это не... как сказать, чтобы не попасть под бан, да? Я против наркотиков. Это не пропаганда наркотиков, это историческая лекция. Вот, и я только выражаю одну из точек зрения. Наркотики зло, наркотики плохо, окей? Есть. Хорошо, зафиксировали. Так вот, считается, что под психоделиками человек познает все напрямую и напрямую считывает информацию от богов, понимает, что как происходит, а так как он понимает, что и как происходит в его жизни, в его мире, как оно все устроено на самом деле, он примерно может прикинуть, что там будет в будущем. Если ты понял, в какой ситуации ты находишься, ты примерно можешь прикинуть, к чему все это идет. В отличие от человека, который не понимает, как это все работает. Вот этот человек глупый, он не может просчитать свои действия даже на шаг вперед. Поэтому и иерофанты, то есть люди, которые часто общались с богами, они как бы считались мудрыми людьми, просто потому, что они могли сложить 2 плюс 2, заодно и тебя приобщить к этому делу. Объяснить все это можно только в форме слова, причем в форме слова. И заметьте, в этом плане, если мы берем традиционную планету, традиционное значение Меркурия, то это еще и речь. Это формирование своего ощущения в форму слова для того, чтобы ты передал его другому. Так вот, это умение сформировать некую речь, это, конечно, работает еще и император, потому как он вот эти наши внутренние животные ощущения как-то формирует, определяет в некую понятную цивилизованную форму слова. А вот передает это слово с помощью речи уже тот самый Меркурий, либо Гермес. Конечно, тут речь идет еще и о Гермесе Трисмегисте, который, как мы с вами знаем, да, является самым известным магом. Поэтому эту карту, не то чтобы ставят рядом с магом очень часто, да, но очень часто путают Иерофанта и мага, считая, что маг это Гермес Трисмегист, просто потому что Гермес был магом. Но по сути, его-то звали. Я не верю, что был конкретный маг, которого звали Гермес Трисмегист. Гермес трижды величайший, да? По сути, это собирательный образ всех тех людей, которые занимались магией, то есть накапливали знания и могли эти знания другим людям передать. И каждый человек, каждый маг, который делился своим знанием, он становился таким Гермесом Трисмегистом, просветителем, как бы, да? Мы помним с вами, что карта парная еще и дьяволу, а дьявол с факелом, он Люцифер, несущий свет, просветитель, да, несущий знание. Но об этом позже в дьяволе. В данном случае у нас хороший вариант Гермеса. Если мы берем о божественном значении Гермеса, да, если мы признаем, что форма Гермеса как бога это изначальная форма, а потом уже в виде неких людей вот этот образ, да, этот архетип очеловечился как бы, то давайте посмотрим, за что отвечал Гермес у древних греков.
Вообще, как бы, если говорить про Гермеса Трисмегиста, то это имя синкретического божества все-таки, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. То есть это уже симбиоз двух богов. В 15-16 веках Трисмегист пользовался непререкаемым авторитетом как древнейший философ и маг. То есть, по сути, его не существовало. Но была такая фраза во многих трактатах. Как сказал Гермес, то есть мне птичка на ухо нашептала, что я узнал от богов, что я понял. Это то, что мне сказал Гермес. Знание, которое мне принес бог-посредник. Поэтому образ вот этого Гермеса Трисмегиста, который делится со всеми знаниями, вот он и сформировался в такого якобы живого человека, реального мага, о котором считается сейчас, что вот он в самом деле был. Я думаю, что их было много, они были разные, но просто у них одна и та же функция. Функция Гермеса. Того, кто делится мудростью богов. По сути, это был бог-посредник, каковым являлся Гермес. Дело в том, что в Древнем Риме в 5 веке до нашей эры был принят культ бога торговли Меркурия. Вот, от латинского «меркс» – товар и «мерка» – торговать. То есть, в принципе, это бог-торговец. Почему торговец? Он путешественник, он должен быстро из точки А в точку Б что-то перенести. Заодно и как бы информацию, сведения. Впоследствии Меркурия отождествили с древнегреческим богом Гермесом. Это бог-посредник, каковым является Гермес, идеально подходил на роль бога-покровителя обмена и торговли. С течением времени первоначальный образ Меркурия, покровителя торговли в Древнем Риме, усложнился. Он приобрел характерные для Гермеса черты: проводника в душ в мир мертвых, вестника и прислужника богов, покровителя искусств и ремесел, знатока магии и астрологии. В общем, образ Гермеса Трисмегиста — это синкретический образ, то есть искусственно созданный, скажем так. Вот. Это бог, переведенный в ранг человека. Так и вот, если мы берем всю современную магию, большинство современной магии, да, основано на герметическом корпусе. Ну, не то чтобы вся, да, но вот основные утверждения, основные идеи взяты в герметическом корпусе. Это трактат Фичино второй половины 15 века, их там было много, этих трактатов, да. В принципе, этот герметический так называемый корпус, да, то есть вот все эти 14 трактатов, они и определили развитие оккультизма всего нового времени. То есть это главный как бы бог магов. Вот. Поэтому можно сказать, что, смотрите, если мы будем с вами вспоминать все-таки про карту маг, это может быть Гермес, но это Гермес, который сам что-то делает, потому как маг — это активная карта, это карта действия, это Овен, которому, если пришла в голову какая-то идея сверху от богов, ему проще осуществить эту идею самому, поэтому он делает на материальном уровне, то есть на уровне 4 стихий, он что-то делает. 4 стихии мы с вами видим на квадратном дубовом столе, это символика материального мира, то есть он берет некую идею и овеществляет ее на материальном мире. Это действие. А вот, это Марс, ну, либо Афина, если это мудрое действие. Так вот, бог Гермес по Иерофанту — это посредник между миром знаний и человеком, жаждущим знания. И эти человеки, жаждущие знания, вот они стоят у его ног, да, это ученики, это последователи его традиции, его свода знаний. Не то чтобы он такой умный, он знает, как к этим знаниям пройти, он умеет готовить, грубо говоря, волшебный напиток. Он знает ритуалы, которые тебя приводят к общению с Богом. И вообще все ритуалы, либо повторяемые действия, это просто умение сделать что-то, что приводит тебя в состояние измененного сознания, и ты начинаешь общаться с Богом. Приобщаешься к божественности, ощущаешь благодать. Вот он и есть посредник этой самой благодати. Конечно, это не столько действенная карта, сколько карта действия по разуму. Карта понимания чего-то, узнавания информации, докапывания до нужной информации. Если мы берем
близнецов по характеру, да, это все-таки третий дом, это близнецы и Гермес, то это люди, которые общаются с большим количеством народа, люди, у которых много друзей, люди, которые постоянно обмениваются какой-то информацией просто потому, что им это интересно. Это вечные ученики, которые учатся, им постоянно интересно пропускать через себя какие-то знания. Им интересно этими знаниями с другими людьми делиться. Вся суть их работы в том, что они обмениваются знаниями с кем-то, являются проводниками этого высшего знания. Уэйд в этой карте нарисовал, закодировал, так, намекнул на свой этот самый, первое слово имени, да. Вот, буква W мы с вами видим за тиарой папы, за тиарой Иерофанта букву В, полускрытую. Считается, что это как бы автограф Уайта. Уайт, как его правильно это произносить, я всегда произношу Уайт. Хотя там вроде правильно Уайт, что-то такое среднее. Вот. Уайт, конечно, считал себя передатчиком знания. Он что-то понял, он пытался передать с помощью этой карты, с помощью этой колоды Таро какие-то знания другим людям. Он считал себя проводником этого высшего знания. Вот, хранителем ключей к этому знанию, хранителя секретов этого знания. И ключи перекрещенные, да, это символика Папы Римского. А Папа Римский и есть посредник между Богом и людьми. Понимаете? То есть суть не в том, что это религия, а суть в том, что это посредник в работе с информацией. Что такое посредник в работе с информацией? Это хранитель еще и традиций. И очень часто эта карта, так как это все-таки еще и религия, хотя Уэйд сам сказал, это не религия, да? В какой-то форме может быть, но это не прямое указание на религию. Это скорее традиции. Это Иерофант, это человек, который знаком с традициями, и он может тех людей, которые к нему пришли, приобщить к этой традиции, указать им путь, подсказать, где искать ответ на вопросы ваши. Да? Это тот самый Ребе из еврейских анекдотов, к которому приходят евреи и спрашивают: Ребе, скажи, вот у меня проблема, что мне делать? Что делает Ребе? Открывает Талмуд, либо Тору, да, и начинает искать. В таком случае евреям надо делать так-то. Иди и делай. То есть, в принципе, он хранитель свода традиций, хранитель свода не то чтобы правил. Правилами рулит император. Иерофант управляет доступом к знанию. Вот. А ты уже там должен понимать, что если ты хочешь быть в теме, ты должен соответствовать этим самым традициям. Ты должен быть похожим на тех людей, для которых эти правила были писаны. Да? То есть для того, чтобы тебе подошел этот совет, ты должен сам быть похожим на того, кто этот совет писал. Да? Вот. Советы для мужчин и для женщин, они разные. Если ты хочешь следовать женским советам, ты должен быть похожим на женщину. Если ты хочешь следовать мужским советам, если уж так разделить грубо, да, то ты должен обладать признаками мужчины. То есть ты должен быть похожим на мужчину. То есть близнецом другого мужчины. Что такое похоже? Это близнец. Вот и все. Поэтому у нас тут два этих товарища, они похожи в чем? В том, что они приняли форму того языка, на котором все они втроем говорят. Видите, у них вот эти вот лысины, да? Зачем нужны были, как же это называется-то в христианской религии-то, это называлось танзура. В католической церкви сейчас эти танзуры уже как бы отменяли, по-моему, в 1973 году в последний раз. То есть сейчас это делать не обязательно. Танзуры раньше выбривали в знак принадлежности к определенной церкви. Если вам интересно, то вот этот ободок из волос, который оставляли монахи, символизирует собой терновый венец Христа. Да? Вот, то есть они хотели быть в теме Христа. И все, кто ходил с такой прической, они, значит, понятно, это наш чувак, да? Мой близнец похож на меня, значит, близнец, он следует тем же правилам, которым следую и я. Поэтому я могу с ним разговаривать на одном языке. Мне с ним понятно.
что и как. Мы как бы братья, опять же, в монашеских орденах, брат, да, то есть это брат-близнец, прочее, прочее. Все это. Все мы братья во Христе. Возможно, что трисмегист это передаваемый титул. Возможно. Да, вполне вероятно, есть такая традиция, что, как бы, ну, опять же, что такое трисмегист? Трижды величайший. А трижды величайший это тот, ну, считается, да, что тот, кто познал тройственность. То есть вот те самые три принцип тройственности зодиака — это первая треть, вторая треть и последняя третья треть, да? То есть что ты есть по природе, что ты есть как человек и как ты можешь с обществом взаимодействовать, скажем так. Вот. И по первой трети человек сначала узнает себя. Для этого он после того, как, смотрите, рождается человек, с года до 7 лет он учится познавать свои желания, делать что-то, то, что он хочет. При всем этом прислушиваться к внутреннему чувству, как правильно, а как неправильно, да, чтобы не убиться. Вот. Он должен прочувствовать, что такое хорошо, что такое плохо, да. Крошка-сын пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот он захотел узнать, он пришел, спросил. Дальше. С 7 до 14 лет очень важно то, что закладывают в нас родители, мать и отец. Как я уже говорил на предыдущих лекциях, кому интересно, можете сходить, переслушать, там масса всего интересного. Мама любит, папа воспитывает, да? Вот. А вот иерофант — это то, чему ребенок должен учиться уже после 14 лет. Когда он понял, что дома сидеть уже нет смысла, надо выходить в большой мир, общаться с похожими себе людьми, со сверстниками, с теми, у кого похожие интересы, с теми, с кем он говорит на одном языке, на этом молодежном сленге. Это подростки, которые должны слушаться совета старших людей, которые уже как бы приобщились к этому знанию, да, что-то знают. И они могут подсказать, научить чему-то. Но иерофант дает каждому вопрошающему совет одинаковый. Для иерофанта нет разницы, кто перед ним, Саша или Петя. Он и к Саше, и к Пете относиться будет одинаково, как ученику. Конечно, у каждого учителя есть любимчики, есть там какие-то хулиганы на задней партии, но тем не менее правильный учитель относится ко всем одинаково, да? Учитель начальной школы, ну как начальной, то есть начального сведения, там, где нет необходимости работать со свойствами отдельного человека. Ты просто по иерофанту должен их всех научить одному и тому же, дать общие сведения. Земля круглая, ракеты летают вот так вот, да, дома строятся так, мир устроен вот так. Вот дети для всех эти понятия одинаковые, традиционные. Вот. Придумывать от себя тяну незачем, потому как у нас есть уже весь свод знаний, у нас есть, грубо говоря, умные книги, на которые ссылается этот учитель. Он как бы приобщает тебя к высшему божественному знанию. То, которое накопили люди, если мы с вами берем такие вот обычные знания, да? Вот, поэтому иерофант — это проводник в мир знаний. Неважно, каких знаний. Если, ну вот тут спрашивают, гадалки тоже иерофант? Смотря как. В принципе, да, это может быть иерофантом, если человек приходит, и ты просто традиционно даешь ему там какие-то сведения. Да, ну вот эта карта обычно значит это значит это, вот значит в том случае тоже будет так работать. Плохие гадалки, они, конечно, иерофанты. Вот. Потому как хороший иерофант, вернее, хорошая гадалка, она должна понять, что перед тобой сидит личность, и у этой личности своя уникальная ситуация, которую нужно рассматривать, конечно, по общим лекалам, но с пониманием того, что в этом мире общего есть еще и частность. К этому пониманию человек приходит только в 9 доме, при общении с дьяволом. А дьявол — это тоже учитель, но который учит, что на самом-то деле
Ребятки, не традициям нужно следовать, а думать своей головой, как в твоем случае будет работать. Мало ли, что там вам учитель сказал. Учитель всем это говорит. А вот что на самом деле является с тобой правильным, а что является неправильным, вот это ты должен понять для себя лично, индивидуально. Поэтому дьявол — это индивидуальность такая, знаете, как, ну, как сказать, в отрыве от традиции. Мало ли, что там мама с папой сказали. Ты думаешь, что ты хочешь. Поэтому для религии, конечно, дьявол, такой просветитель, это плохо. Поэтому были темные века, средние, где вот этих дьяволов, которые смели утверждать что-то против традиций. Что на самом деле эта Земля вертится вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, да? Вот их обычно сжигали. Мол, ах, ты такой умный, учишь людей всякой ерунде, значит, ты плохой. Дьявол — это такой анархист, оппозиционер. Вот. А вот Иерофант, он правильный, просто потому что для всех правильно, то и для тебя тоже будет правильно. То и для тебя будет работать. Напиток из спорыньи работает со всеми. С тобой тоже будет работать. Что ты там узнаешь в этом мире знаний, это уже твое личное. Но прийти туда ты можешь по традиции, по правилам, которые знает Иерофант. И он дает тебе ключ к этим знаниям, к этому, ну скажем так, код доступа дает. Гермес Анубис, Германубис трижды, ну да, может быть и так. Я на самом деле вот не сильный поклонник, сторонник глубокой магии, да, вот с этим всем. Там все слишком сложно, там слишком они вдаются в детали, да. Нам-то нужно знать общее. Карта Таро — это работа с ощущениями, а не с детализацией. Поэтому карта Таро — это такое, это лучше понять сверху, что это значит, а не что именно это значит. Вот. Ну, об этом позже. Хорошо, давайте по этим самым, по образом, может быть, в культуре пройдемся, потому как это очень интересно. Ну, мне очень нравится. Мне очень нравится, вы знаете, по моим предыдущим лекциям уже вы, наверное, заметили, что я поклонник современной американской кинематографии, да? Вот. Не потому, что как бы мне там нравятся эти все пиу-пиу, эти взрывы, да, и это. Просто они закладывают очень часто в блокбастеры второй, третий смысл. Глубинный, интересный, очень символический, архетипический. И разбирать фильмы голливудские с точки зрения психологии архетипов, это очень увлекательно, это очень здорово. И мы с вами всегда будем находить в каких-то фильмах знакомые уже нам образы. Ну, не только в фильмах, конечно, в произведениях письменных, да. То же самое. Один из самых ярких образов, да, чтобы вам просто было прочувствовать, что такое Иерофант. Помните у Кастанеды, да? Дон Хуан, вот этот шаман. Вот шаман, да, он в прямом смысле слова Иерофант, потому он, кстати, более иерофант, чем наши с вами современные священники. Потому что шаманы не заморачиваются с книжками, они напрямую тебя приобщают к этому знанию. Им эти посредники в виде слов не нужны 100 лет. Дон Хуан, если вы помните, вот этот южноамериканский шаман, да, он смеялся над автором, над Карлито, да, над Карлосом Кастанедой, когда тот пытался что-то записывать за Доном Хуаном. Смеялся, говорит, ну ты дурак, зачем ты слово пишешь? Слово врет. А вот знание внутри тебя врать не будет. Ты напрямую будешь чувствовать, где правда, а где ложь. А слово всегда ложь, потому что слово — это форма, которая прячет истину под собой, под своей оберткой. Глядя на слово, ты будешь видеть слово, но не будешь видеть истины. Поэтому ты иди к этой истине сам и сам ее руками пощупай. Вдохни, съешь, пойми, как бы приобщись к ней, и тогда ты будешь понимать, что есть правда. Ну, будешь знать внутри себя, напрямую. Ну вот. И вот, что он делал? Он кормил его там отваром из кактусов. По сути, считается, что это, конечно, намек на мескалин,
да, либо на айаваску, но такое растение, которое южноамериканские шаманы используют для достижения состояния измененного сознания. Вот, то есть два мира, два кефира, да, разные религии, разные цивилизации пользовались естественными природными психоделиками по-разному. Еще раз напомню, наркотики плохо, наркотики зло. Да? Запомнили? Окей, хорошо. Вот. Но раз уж мы говорим про магию иерофантов, да, то в первую очередь это работа с веществами. Вот. Поэтому Дон Хуан — это тот самый учитель, который... Отчего рядом с ним всегда рисуют вот эти кактусы, да? Потому что это способ, с помощью которого Дон Хуан отправлял карлитов в путешествие к богам, в путешествие к знанию напрямую. На самом деле я всем крайне рекомендую, советую прочитать хотя бы первую, вторую, третью книжку Кастанеды про Дона Хуана. Очень хорошие книжки, старенькие, правда, 70-х годов, но там расцвет как бы детей цветов и вот всего этого дела. Дальше. Очень хорошо развита эта тема в современном фильме 2005 года, либо какого, не помню. Относительно не старый фильм, называется «Блуберри». Очень советую скачать и посмотреть, вот прямо сегодня можете, потому что там как раз вот тема с кактусами, с шаманизмом, да, там прям есть такие реальные образы, там есть такой старик-шаман индейский, да, все это происходит в Южных Штатах, да, жарко, пустыня, и вот почти Южная Америка, и вот этот старый шаман, и потом шаман помоложе, который играл одну из главных ролей, он просто помогал главному герою найти путь в тот мир, в астрал, либо, ну, как угодно, в мир духов, чтобы все понять, да, чтобы справиться со своим злым гением, да, главным, антагонистом, главным злодеем в этом фильме. Очень хороший фильм. Крайне советую. Смысл фильма в том, как человек постигает своего дьявола, свои внутренние беды, да, и, ну, опять же, это красиво. Это вроде бы в форме такого вот вестерна, да, комиксового вестерна, но очень глубокая философия, ну и в конце концов просто красиво, очень здорово нарисованы именно вот эти ощущения, переживания человека, когда он приобщился, собственно, к миру духов. Очень советую. Блуберри, шикарные актеры, Венсан Кассель, Джульетт Льюис, Майкл Мэтсон. Отлично. Фильм недооценен, но очень глубок. Советую. Прямо вот сегодня скачайте там где-нибудь и посмотрите. Будет очень в тему к лекции. Очень в тему. Если мы берем образы, которые чуть ближе как бы к викторианской, поствикторианской Англии, конечно, это синяя гусеница из Алисы в стране чудес. Да? Что она делала? В чем был смысл диалога синей гусеницы? Ну, во-первых, она сидит на грибе, во-вторых, она что-то курит, да? В-третьих, она советует Алисе откусить от гриба там с одной стороны, с другой стороны, да, то есть тема веществ раскрыта чуть больше, чем полностью. Вот, и основной смысл диалога Алисы с синей гусеницей, он такой очень загадочный, да, но по сути Алиса пыталась узнать, что происходит, а гусеница все время спрашивала: ты кто вообще? То есть гусеница пыталась узнать у Алисы, кем она себя видит, кем она себя считает. И это одна из проблем близнецов, да, кто я. Потому что близнецы очень ловко умеют подстраиваться под того человека, с которым они общаются. Причем подстраиваться в хорошем смысле. Они находят общий язык практически со всеми, просто потому что это заложено в их природе, скажем так, да. Меркурий — это умение найти связь с другим человеком с помощью той информации, которая интересна обоим. Он, в конце концов, бог торговли, он договориться сумеет всегда со всеми. Вот. Правильный близнец, у него всегда много знакомых.
И знакомые могут быть незнакомы между собой. Но правильный близнец по Меркурию знает, о чем говорить с каждым из них. У них с ним как бы отдельная тема. Он легко меняется под любую тему. Он разговор может поддерживать на любые темы. Он работает с информацией очень хорошо. Так вот, проблема Алисы при общении с гусеницей была в том, что Алису постоянно расстраивало, что она меняется в росте. То съела что-то, уменьшилась, то съела, то что-то выпила, увеличилась. Она никак не могла понять, кто же она, какого она на самом деле роста. Вот. И она говорит гусенице: только, знаете, как-то неприятно все время меняться. А гусеница говорит: не знаю. То есть гусеница не знает, как меняться все время. Почему? Потому что гусеница — это хранительница традиций. А традиция — это что-то неизменяемое, это одинаковое для всех. Поэтому правильный близнец должен сначала сделать что-то такое, что одинаково хорошо для всех, а только потом разбираться в себе, что же именно ты представляешь из себя, кем ты являешься для самого себя. В этом смысл беседы с синей гусеницей, если вы не в курсе, если вы не поняли. Вот. Вот такая как бы философия котятки. Значит, что еще интересно? Если мы берем вот тех же самых шаманов, они производят с вами одинаковые действия. Они поят вас одинаковым отваром, они предупреждают вас заранее, что за 2-3 недели там нельзя то-то, то-то, то-то делать. Там есть прям целый свод правил, как правильно пользоваться вот этими веществами. Не будем их называть. Вот. Но когда ты использовал эти вещества, ты понимаешь все по-своему. Ты для себя начинаешь познавать свою собственную внутреннюю глубинную истину, которая для тебя только одна. Ты находишь себя. Вот такие дела. Так гусеница же превращается в бабочку. Так вот в том-то и прикол, что эта гусеница в бабочку не превращается. И одна из тем общения Алисы с гусеницей и была в том, что, но вы же понимаете, что значит постоянно меняться. Вы же гусеница. Вы же знаете, каково это превращаться в бабочку. А гусеница говорит: нет, не знаю. Я не превращалась. Вот, поэтому гусеница — это образ того, кто не меняется, хотя мог бы. А вот тот, кто спрашивает, тот, кто ищет ответа, вот он и пытается измениться, он пытается приобщиться к знанию, чтобы изменить себя. Вот. Так что вы верно заметили по поводу гусеницы и бабочки, но, однако же, гусеница-то как раз и говорит о том, что нет, я не меняюсь, я не знаю, каково это меняться. Потому что она же еще гусеница, она же не стала еще пока бабочкой. Поэтому Иерофант — это, конечно, человек. Это путь к божественности, но еще человек. Он еще не стал Богом и вряд ли станет, потому как его задача быть посредником, а не становиться Богом. Его задача не меняться. Его задача менять все вокруг себя традиционно, по традиции. Отличный фильм современный. «Молодой папа». Он такой чуть психоделический, скажем так. Но чем он хорош? Тем, что образ как бы вот напрямую просто взят, да, вот «Папа и папа». Это на самом деле сериал про Папу Римского. Он такой, конечно, фантастический, сказочный очень, но он абсолютно шикарен. Там шикарнейший саундтрек, там шикарный визуальный ряд. И там очень глубокая, очень крутая философия. Ее, конечно, не все поймут, и этот сериал стоит смотреть с осторожностью, аккуратно очень, чтобы не шокировать свою хрупкую натуру, если вы человек очень верующий, особенно если вы традиционно верующий, то фильм как раз о том, как человек, захотев, может менять любой образ, в том числе образ религии, в соответствии с тем, что на самом деле он чувствует. Там столько символики в этом сериале, это очень крутой сериал. Вот. И его не нужно понимать напрямую, его нужно чувствовать, его нужно просто смотреть. Вы будете чувствовать, что это правильно. Молодой папа расплылась в улыбке. Ну он такой, да, он такой бунтарь, да? Если вы смотрели хоть одну серию, вы помните, Джуд Лоу там просто шикарен. Это шикарно. Наверное, самая лучшая его роль
Хотя он, великолепен сам по себе как актер. Но вот в образе папы это просто, это что-то такое. Это нарушение всех традиций. Это как раз о том, как из традиционного папы сделать что-то такое вот реальное, что-то живое. Вот. Ну и, конечно же, один из самых таких узнаваемых образов Иерофанта в современном киноискусстве — это Морфеус из «Матрицы». Куда ж без него, нашего дорогого, любимого. Вот. Заметьте, что он предложил? Он предложил Нео не сделать что-то, да, не сделать что-то за него. Он предложил ему путь к знанию. Вот, там вот эта фраза его знаменитая, что я и не говорил, что будет легко, и я лишь обещал открыть правду. И что он ему предлагает? Он предлагает ему два пути, да, поверить, либо не поверить. Опять же, тут обыгрывается так, достаточно прозрачная тема веществ. Вот, с этими с таблеточками, правильной и неправильной, это выбор, опять же, да, хочешь, приобщись к знанию, но тогда ты типа ответственен сам за себя, и ты принимаешь всю истину так, как есть, потом не жалуйся. Либо ты можешь продолжать ничего не знать, спокойно там жить своей затхлой жизнью, и как бы вернешься, все забудешь, и тебе это высшее знание незачем. Чем все кончилось, мы с вами знаем, да? Забегая вперед, скажу, что хорошо кончилось, хотя и кажется, что плохо. Если рассматривать с философской точки зрения трилогию, то закончилась она просто шедеврально. Вот. Но пока мы в первом фильме что делает Морфеус? Он уже, когда Нео очнулся и понял, в какой ерунде мы все погрязли, да, вот та самая матрица, которая владеет нашим сознанием и управляет им чуть больше, чем полностью, да, он попросил научить его, дать ему знания, чтобы можно было, соответственно, как-то их осуществить. Вот. И Морфеус с удовольствием обучил Нео, что там делать правильно, как драться, как там пользоваться всей вот этой ерундой, да, как существовать, как действовать внутри матрицы. И вот давайте еще раз мы с вами вернемся к двум картам: Иерофант и Маг. И вот если мы с вами возьмем характеры Иерофанта и Мага, Маг — это действенный человек, человек действия, человек идеи, огненный, яркий Марс, рассудительная Афина, которая тем не менее действует, да, знает, что нужно сделать, это богиня действия, мудрого действия. Марс — это бог действия прямого, непосредственного, активного, импульсивного. Арес — это вообще бог ярости, бог яростного действия. Когда человек в ярости, он не может сидеть спокойно и ничего не делать. Его лицо обязательно будет что-то выражать, изменения какие-то действия, прям будет чувствоваться желание что-то сделать. Вот. Это Нео, который не может оставаться в стороне. Да, он непременно, ему нужно бежать куда-то, что-то делать, узнавать, как-то менять все это положение вещей. Как так люди в матрице там мучаются, а мы об этом знаем и ничего не делаем. Я же должен что-то сделать. Ежели не я, то кто? Да? Вот, если не я, то кот. А вот Иерофант — это Морфеус. Морфеус, он, конечно, действует, потому как Морфеус, он такой, скорее, близкий нам образ уже. Вот, если бы фильм снимали 200 лет назад, если бы писали книгу, то Морфеус вообще бы ничего не делал, он бы сидел бы только учил. А в близнецовый век даже Иерофант должен чуть-чуть быть активным, чуть-чуть делать, да, чуть-чуть на практике что-то тоже показывать. Вот. Но с большего основная функция Морфеуса в чем? Не в том, чтобы там ловко сражаться, а чтобы хорошо научить вот этого самого мага, передать ему знания, чтобы маг потом уже делал. Вот. Поэтому вот вам разница между Меркурием и Марсом, разница между Иерофантом и магом. Поэтому решайте дальше сами, кто для вас маг. Меркурий, либо все-таки Марс. Потому как со знаниями-то работают оба. Но маг что-то делает этим знанием, а вот Иерофант им просто делится. Понимаете? Вот в чем разница.
Вот такие дела пироги. И опять же, если сравнить, да, вот, пожалуйста, два еще образа. Ну, тут, правда, нет картинки, это я только сейчас, что-то мне так вспомнилось, да. Если мы берем сказочку «Алиса в стране чудес», то Иерофант — это, конечно, гусеница, да, синяя гусеница. Вот. Укуренная, которая советовала кушать грибы правильно, да. Опять же, что такое, там он сказал, съешь с этого края, увеличишься, с этого уменьшишься. То есть ты либо вырастешь, да, над собой, либо наоборот станешь ничтожеством, да. То есть нужно правильно еще и вещества-то. Вот. Потому как вредное плохо, а полезные всякие лекарства — это хорошо. Все дело в дозировке, опять же, в дозировке нужного лекарства. Если мы берем другой образ, там есть еще образ проводника, но такого активного, действенного. Это мартовский, не мартовский заяц, а белый кролик, да, который сам скачет, сам куда-то бежит, постоянно опаздывает, как Марс, который все время спешит, да. И вот это образ такого, скорее, Марса, которому самому нужно было. Овен, которому самому нужно вперед. Овен лидер. Не потому, что он за собой все стадо ведет, а Овен лидер, потому что он первый идет. Это уже стадо просто само идет за Овном. Овен никого никуда не ведет. Он сам бежит, как этот белый кролик, по своим делам. Ну вот. И образ белого кролика в той же самой матрице был в самом начале. Вы, если помните, там у девушки, которая звала Нео выйти из дому, там был вот этот образ белого кролика, да, мол, пошли, что покажу, да, что узнаешь. И вот впоследствии он и узнал. Вот разница между магом и иерофантом примерно такая же, как между белым кроликом и синей гусеницей. Как-то так. Пироги с котятами, ну да. А чеширский кот-дьявол? Надо подумать. Чеширский кот — это сложный образ. Надо просто перечитать. Я уже сейчас не помню. Я просто к этой лекции освежил в памяти. Да, именно диалог с гусеницей. Там есть много интересного. Вообще у Кэрролла очень интересные диалоги. Они кажутся такими какими-то бессмысленными, смешными и глуповатыми. А по сути это глубокая философия. Потому как Кэрролл был дядькой весьма и весьма не глупым. Вот. Я бы вам советовал время от времени его сказочку перечитывать, даже если не очень понимаете, она в принципе будет благотворно влиять на вас. И на ваших детей тоже, кстати. Вот такие дела. Здравствуйте, Роман. Антонина, здравствуйте, рад видеть. Иерофант считают кармической картой, так же как справедливость и страшный суд. Что в вашем понимании кармическая карта? Ой, давайте чуть-чуть позже, да? Давайте закончим с этим самым, с значениями. Вот. И, соответственно, может быть, про кармическую карту тоже поговорим, хотя это такая тема, честно сказать. Я не особый сторонник кармического видения мира. Оно, конечно, присутствует, но не так прям насыщенно, как утверждают сторонники. Хорошо, если мы берем в раскладах эту карту, да, социум и желание, да, общение по поводу работы, общение, как бы, ну и ваше собственное желание, это, конечно, религия, потому как общественная форма веры — это религия. В соответствии с этим, по социуму все, что принято традиционно, будет говориться по этой карте. То есть, ну, у всех так, значит, и у тебя также будет нормально. Что ты паришься, да? Вот, если не знаешь, иди к умным людям, к религиозным деятелям, они тебе всю истину на твою жизнь и откроют. Учителя, которые учат тому, что одинаково для всех, опять же, да, то есть человек, который обладает неким знанием и может тебе его сообщить. Он, может, не очень будет вдаваться в детали, нюансы твоей проблемы, но, по крайней мере, скажет тебе, где искать ответы на все твои вопросы. Преподаватель. В каких-то значениях это может значить и преподаватель высшей школы, просто потому как, ну, они же тоже учителя, они тоже работают с информацией, и очень многие из них просто передают эту информацию, не заморачиваясь всем студентам. Ну, вот как лекцию читают, да, одинаково для всех, так и читают. Правильный преподаватель — это, конечно, обучение 1 на 1.
Это когда ты, зная, с кем ты говоришь, сообщаешь ему конкретную информацию, которая будет понятна именно ему лучше всего, лучше, чем кому-то еще. Работать особенно индивидуально. А вот преподаватель такой вот общий, да, пожалуйста, иерофант вполне может быть. Это, в общем и целом, система знаний, это религиозная, как бы, традиция, может быть. Это просто человеческая традиция, общепринятые, скажем так, нормы, да. Это все то, что создал император, да, человек, который ходит по ту сторону. Отец, который и дома живет, и на работу ходит, да, и он создает правила, зная, каким правилам надо следовать. Иерофант дает вам доступ к этим знаниям. В прямом смысле слова эта карта может значить и папа, то есть папа римский, да, священнослужитель, пожалуйста, как угодно, либо следователь традиций. Это может быть, еще раз, и Будда в виде там Гаутамы, да, тот, кто несет знания. Вот. А в негативном значении эта карта может выступать как авторитаризм, потому как авторитаризм — это очень часто следование традициям. И авторитарные властители, они и уповают на то, что вот наши деды, прадеды и прапрадеды, и всем было хорошо, давайте ничего менять не будем, да? Что для них было хорошо, для предыдущих поколений, то хорошо и для вас. Потому как вы же потомки, вы же точно такие же, как ваши отцы, деды и прадеды. Вот это ошибочное мнение. Я считаю, что каждое поколение, ну, я думаю, что все разумные люди знают, что каждое поколение меняется, да, и, соответственно, к нему нужно относиться чуть-чуть по-другому. Ну и морализаторство — это когда человек отстаивает традиции, да, без понимания сути проблемы. Просто вот, если принято так, значит и так. Что ты тут выступаешь со своими новыми идеями? Это неправильно вообще. Вот у нас как ходили все в паранже. Че ты тут ходишь в короткой юбке? Нельзя, плохо. Вот, начинают морали читать. Если мы берем по финансам и по имуществу, да, вопросы, которые задаются, чаще всего это традиционность. Как у всех получается, так и ты делай. Не изобретай велосипед. Если у всех нормально работают традиционные вклады в банке, допустим, да, под проценты, то и следуй традиции. Зачем тебе эти биткоины, непонятные какие-то новые, выбивающиеся из традиционного ряда финансовых, как бы, институтов? Вот, собственно, вот те самые финансовые институты, традиции, которым все следуют, да? Какие-то правила общие, которые нужно соблюдать. Деньги любят счет. Деньги нужно отдавать только там какой-то правой, левой рукой. Я уж не помню толком, да, я уж забыл это все дело. Ну вот. С другой стороны, это спонсор-меценат, который делится информацией о финансах, да, о деньгах. Не то, чтобы он напрямую вам их дает. Это скорее шестерка пентаклей уже, это младший аркан. А вот принцип, по которому тот самый человек, богатей, шестерки пентаклей делится с вами, да, это вот принцип иерофанта. Да, что раз у меня есть какие-то сведения, я их могу тебе сообщить, вот, если тебе это нужно, если тебе это поможет. Это общие сведения, которыми можно делиться. Отрицательное значение этой карты именно в том, что как бы сведения это общие для всех, а возможно ты нуждаешься в чем-то индивидуальном. Конечно, это авторитет, это люди знающие, это какие-то специалисты в финансовом мире, да, это тот, кто может вам дать совет, знает, как обычно это делается, знает, как работать с деньгами, как работать с недвижимостью, допустим, да, это какие-то специалисты, которые хорошо знают законы, по которым вы имеете дело с той же самой, с недвижимостью, да, они просто знают, как это делается, могут вам сообщить, приобщить вас к этому тайному, ну, как бы тайному знанию. На самом деле, оно тайное не потому, что его скрывают, а потому, что, как бы, ну, это нафиг никому не надо знать столько информации. Вот. По отрицательному значению это вот то же самое. Отрицание этих нововведений. Это человек, который не любит, вот говорит, ой, эти ваши электронные кошельки, да, ну какая-то ерунда, а мне вот проще наличкой. Давайте я вам приеду через полгорода, привезу наличку. Да? Говоришь, да вы что, в наш век, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра, давайте лучше вы мне скинете там на эти Яндекс деньги, либо как. Вот. Не-не-не, я по старинке.
Я вам лучше как бы чемодан бабла так привезу, да, чем там какие-то, буду что-то там понимать в этих ваших новых технологиях. Ну вот, пожалуйста. Человек приверженец старых, отживших свое традиций. Наличкой проще. Зачем? Потому что думать не надо, у тебя уже есть знания. Тебе не нужно понимать, правильные они для тебя или нет. Раз эти знания есть, значит они уже правильные. Все, делаем так, как привычно, и все будет нормально. Вот. В наш век это уже как бы, ну, неверный путь. Вот. Действие и саморазвитие. Как люди действуют обычно по этой карте и как саморазвиваются. Гуру, да, вот, пожалуйста, учитель, да, вот тот самый гуру. Человек, который что-то постиг сам, да, приобщился к этому знанию и может вас приобщить. Правильный гуру, правильный учитель, он не будет вас учить так, как у него получилось. Он будет вам объяснять, что у каждого своя дорога. Вот, помните, как Будда сказал? Если я указываю тебе на Луну, то умный человек смотрит на Луну, глупый человек смотрит на мой палец. Вот. Это намек на то, что, конечно, нужно пальцем указывать, нужно показывать, чтобы видели все, чтобы понимали общие какие-то принципы, да? Потому как общие принципы развития, они для всех общие. Вот. Но каждый человек уже должен сам нести ответственность за тот путь, который он выбирает. А это уже следующая карта, это влюбленные. Это приобщение к этому знанию, собственно, сорвал плод запретный, да, и за это как бы ты понес последствия. Испытал на себе, тебя выгнали из рая. Вот. Но опять же, это следующая карта. Определенное учение, да, это человек, который приобщается к какому-то учению. И главное все-таки тут фигура этого самого учителя, иерофанта, самого смысла этого учения. Это может быть и астрология, да, и если ты общаешься с астрологами, да, вот с людьми, у которых такая же прическа, как у тебя, да, то есть мысли причесаны в ту же сторону, в которую ты себе их причесываешь, эти мысли. Тогда, конечно, ты должен разговаривать на языке, привычном и понятном астрологам, действовать определенно традиционно, в рамках той традиции, которую они проповедуют. Вот. То есть ты должен подстраиваться, как нормальный близнец, ты должен подстраиваться под тему. Минус этой карты по действиям — это догмы. Да, это действие по догмам. Невзирая на смысл ситуации, ты действуешь просто по форме. Принято в церкви пить вино и кушать обладки. Какая разница, зачем думать? Делай так же, как и все, и у тебя будет получаться так же, как у всех. Вот и все. По этой карте идут очень часто неофиты, потому как вот эти два товарища, да, это молодые служители веры, да, служители культа. Им незачем знать высшие тайны, они просто-напросто выполняют указания вышестоящего лица. Поэтому по негативному значению этой карты вас могут считать такой. Знаете, как вот эти вот товарищи, которые ходят по квартирам и спрашивают: не желаете ли вы поговорить о Господе нашем Иисусе Христе? Да? Вот. Это вот эти самые неофиты, которые просто со всеми повторяют одни и те же действия. Миссионер, он индивидуалист. Правильный миссионер, он яркая личность, харизматичная, дьявольская личность. А по иерофанту ты просто будешь повторять заученные фразы со всеми. Здравствуйте, не найдете ли вы время поговорить с нами о Господе нашем Иисусе Христе? Нет. В квартиру следующую. Здравствуйте. Да, повторяемые действия. Ну, вот. Отсюда же фанатизм. Почему фанатизм? Потому как, ну, это мое такое значение, да? Потому как я часто сталкивался с тем, что неофиты, они очень часто такие, ну, это как бы общий принцип. Неофиты всегда очень яростно отстаивают свою религию, да, основы своей религии, потому как, ну, начало, оно всегда очень яркое. Овен, он всегда молния, он всегда взрывной, он всегда пробивной. Поэтому неофиты, они все вот питаются энергией этого самого начального овна, да, и они стремятся как бы вот тебе передать за секунду времени весь запал своей энергии, своей жажды, знания, своей веры.
Вот, поэтому они такие фанатичные, они взорваться готовы от этой внутренней энергии. По эмоциям и по личной жизни эта карта очень часто говорит о браке. Причем, заметьте, брак традиционный. Это не штампик в паспорте. Это традиционный брак. Есть разница. Есть штампик в паспорте, брак официально признанный, это скорее справедливость. Там, где Фемида, весы, признаки суда, да, то есть всякие дела бумажные такие, да, бюрократия всяческая. Вот там брак такой, документально оформленный. Поэтому в справедливости там идет принцип общего равенства. Кстати, очень созвучный еще и с этой картой, потому как там, если я не ошибаюсь, нет, он созвучный будет с Хироном. Очень похожая тоже тема. Я их часто путаю, Хирона и император и иерофант, и то, и как-то оба работают с запретами, со знаниями очень, рядышком и наслаиваются один на одного. Конечно, любой император со временем становится иерофантом. Любой отец сначала должен просто запрещать что-то маленькому ребенку, а когда ребенок подрастет немного, то и учить этого ребенка, передавать ему свои знания. Поэтому правильный человек, конечно, из отца превращается в учителя. Хорошо еще, если в друга, потому как по этому же дому идут друзья, единомышленники одного возраста, одних интересов, потому что общение нужно на одну интересующую обе стороны темы. Вот. Если по эмоциям и по личной жизни, это брак скорее традиционный, как у всех, да? Если в вашей стране принято один муж и две жены, да, то тут может быть один муж и две жены. Если в вашей стране, в вашей традиции принято один мужчина, одна женщина, сочетаются браком, тогда, конечно же, это традиционный брак. Но это ни в коем случае не брак нетрадиционный. Потому что нетрадиционный брак, он может быть документально оформлен где-то, да? Штампик в паспорте могут поставить там в Канаде, где-то там в Калифорнии, еще где-то, да? Вот. Но это по справедливости идет, по другому аркану. По 11-му. А вот по 5-му аркану идет традиционный брак, традиционные отношения, когда мужчина и женщина. Вот. Это семья, потому как семья — это верность традициям. Семья — это передача каких-то сведений от отца, от матери к детям. Это определенные семейные традиции, опять же, да. Каждая семья вырабатывает свои привычки, свои традиции. У нас, допустим, вот вчера был понедельник, у нас есть традиция, каждый понедельник мы заказываем пиццу. Мы не сильные фанаты фастфуда, да, но вот пиццу мы кушаем в понедельник, стараемся такие вкусные какие-нибудь пробовать, да. Просто чтобы была традиция. Это хорошая традиция, я считаю. Вот. Образ крестного отца Вита Корлеоне что-то между императором и иерофантом. Мне так видится. Кстати, да, он хранитель традиций. При всем этом он такой, как бы протектор, защитник. Да, он помогает, опять же, образ семьи. Слушайте, шикарно, классно. Крестный отец, это да-да-да. Сочетание двух этих карт. Вот что-то я не вспомнил. Я не особый фанат этого фильма, но я, конечно, смотрел. И там, конечно, образ такой очень яркий, очень крутой. Хорошо. Давайте продолжим. Занудство, да? Почему занудство? Потому как люди, которые следуют традициям, очень часто их повторяют. А повторение и есть занудство. Что такое занудство? Это упорное, упрямое следование одному и тому же принципу. Нет, вот я хочу вот так и все. Нет, вот. То есть растягивание одного и того же. Поэтому это негативное значение карты. Это вот как бы такое копание в мелочах, в деталях. По близнецам это необходимо. Вот. Но это очень часто поверхностность еще. А поверхностность я еще скажу. Там, кстати, вот Антонина заметила, что близнецы обвиняют в поверхностных знаниях. Да.
Вот сейчас мы про поверхностность знаний и поговорим, потому как это важная тема. Но если уж заканчивать со значениями, это не желание нового, именно как в пику тому, что традиция это и есть следование старому, следование привычному. Соответственно, оно же и отрицание нового порой. Если вы слишком рьяно следуете традициям, конечно, вы будете отрицать что-то новое. Потому как это противоположное просто ощущение. Ну и, соответственно, шаблонность мышления. Я думаю, что после всего сказанного вам это понятно само собой. Человек шаблонно реагирует на ваше поведение, так как вы... То есть, если эта карта выпадает в каких-то значениях в раскладе, например, женщина спрашивает, как мужчина будет со мной себя вести, и выпадает эта карта. Это не значит, что он ее в ЗАГС поведет. Это значит, что он будет действовать так, как он привык действовать. По традиции. По той традиции, которая сложилась у них в отношениях уже. Либо по той традиции, которая у него является шаблоном для действий такого рода, да? То есть, если он привык всю свою жизнь с женщинами себя вести как с существами второго сорта, да, то и с вами он себя будет вести сообразно своей дурацкой традиции, понимаете? Вот. Конечно, для вас эта карта будет плохая, если вы хотите изменений в отношениях. Эта карта скорее говорит, что человек не хочет изменений, человек хочет продолжать так, как и есть. Ему и так хорошо. Ему хорошо ритуально повторять те же самые действия, которые он с вами уже производил. Вот. С другой стороны, иногда эта карта говорит еще и о том, что человек хочет, если как он видит, да, ваше будущее с вами, если вопрос сформулирован, как мужчина видит будущее со мной, то он хочет продолжать отношения с вами. И вполне вероятно, что эта карта может говорить и о традиционном браке. Да? То есть вполне вероятно, что он захочет жить с вами, как наши предки, мужчины, жили с женщинами. Да? Нормально. Так же, как и все. Нормально. Вот эта карта — это нормальность. Это норма. Вот. Странно, что я только в самую последнюю очередь вспомнил это слово. Но иерофант — это еще и норма. Потому как это традиция. Но в первую очередь, конечно, смысл карты, основной смысл карты — это способ, с помощью которого человек приобщается к знаниям. Уже во вторую, в третью очередь это привычка, привычность. Вот. Близнецов, я так понял, обвиняют в поверхностных знаниях в том, что они не вникают в суть. Но это же не про иерофанта, хотя вы относите его к близнецам. Или он близнец с другой характеристикой. Близнецы и не должны вникать в суть. Иерофант и не должен вникать в суть. Хороший иерофант, он хранитель традиций. Он должен хорошо их знать, эти традиции. Традиций много, он должен хорошо знать много разных традиций. Вот. Суть в том, что если вы начнете докапываться до сути этих традиций, то это уход от... Ну, смотрите, вы не можете знать детально, досконально много всего. Вы можете знать много всего, но по чуть-чуть. Понимаете? Есть такие товарищи, как узкие специалисты, вот это скорее отшельники. Вот там был как-то вопрос про Гэндальфа, да? Так вот, Гэндальф — это не иерофант. Гэндальф-то наоборот, кстати, знаниями-то своими особо-то и не делился с этими хоббитами, там, с людьми, с эльфами, да? Он что-то узнавал и такой, ага, понятно, ну что ж, давайте пойдем туда. Почему? Объясню на месте, да? То есть Гэндальф, он такой, он больше отшельник. Мудрый, понимающий все, накапливающий знания, работающий с этими знаниями, но работающий в одиночку. Ради блага, конечно, всей компании, но тем не менее, знаниями он особо не делился. Хотя, если бы его попросили, он бы, конечно, бы это сделал. Но это никому нафиг из этих эльфов, гномов не надо было. Понимаете? Вот. Так вот, иерофант, близнец, он знает много всего. Но если он будет хорошо знать, углубляться в суть каждого вопроса, многого он не узнает. Яркий образ вот такого иерофанта, человек, который знает много всего, но по чуть-чуть, это этот самый, как его, Анатолий Вассерман. Человек со множеством карманов, знаете, да?
Вот в карман большое что-то не положишь. В карман можно положить что-то одно маленькое, да, и вот у него этих карманов много, но в каждом лежит что-то свое, что-то отдельное. Вот. То есть Анатолий Вассерман знает много всего, у него что не спросишь, у него есть ключ к каждой двери. У него есть ответ вообще на все. Но когда начинаешь уточнять, он такой: ой, ну, если я вспомню, ну, надо почитать, глянуть, надо углубиться. Вот. И я как-то с ним схлестнулся лет, наверное, 7-8 назад по поводу русского языка и белорусского языка. Потому как он приверженец теории о том, что белорусский язык это, ну, как и украинский, да, это просто диалект русского. А если верить ученым умным, которые погрузились хорошо в тему, ученые как раз и говорят, что это 3 языка, у них есть общий корень, да? Вот. Но это 3 разных языка, они разные, на самом деле разные. Хотя и очень-очень-очень близки, похожи и произошли от одного проязыка славянского, да? Вот. Поэтому вот иерофанты, они просто берут что-то и, не задумываясь, тебе передают, надо тебе это или нет. Вот ты спросил, на тебе ответ. А правильный это ответ или нет для тебя лично, им же не важно. Да, это для всех правильно. Всем подходит, подойдет и тебе. One size fits all, да? Вот. И копаться в них, в традициях. Ну да, в традициях надо копаться, потому как если вы копаетесь в традициях, вы начинаете понимать. Но чем больше вы копаетесь в традициях, тем больше вы понимаете, зачем эта традиция нужна, тем больше вы понимаете суть этой традиции. И можете избавиться от, от устаревшей формы и приобщиться к новой. Зачем люди в церкви пьют вино и едят обладки? Потому как это традиция. Это традиция еще с евлевстинских мистерий, где люди пили кикион и кушали эти печеньки из зерна просроченного, да, и приобщались к Богу. А открывался канал связи с богами, да, начинались видения какие-то. Человек напрямую сам, без всяких слов, начинал что-то понимать. Посмотрите фильм «Блуберри», очень советую. Вот, так человек, который познал суть традиции, понял, почему она в такой форме, да, он понимает, что нет смысла в церкви пить вино и есть хлеб. Потому как эффекта это не даст. Ты просто приобщишься, как бы так, преисполнишься духом. Да? Настроение у тебя изменится из-за естественной твоей как бы реакции на это. Но изначально эта реакция была именно химическая, а не эмоциональная, понимаете? И человек понимающий, он пойдет химическим путем. Поедет там в Южную Америку, есть эту айоваску эту пить. Вот, чтобы приобщиться. Вот, тоже традиция. Вассерман огорчил, хотя когда-то фанатела. Да много кто огорчил. Я сегодня раскопал 7-летней давности видео Юрия Хана, да, уважаемый мной астролог, таролог, да, где он какие-то абсолютно дикие вещи говорит о русском языке. Ну, просто жалко, что человек настолько не в теме происхождения языков, и он с легкостью утверждает вот то же самое, что белорусский язык и украинский язык — это просто неправильная форма русского языка. Ну, человек просто не в курсе истории языка. Вот. Человек не филолог. Вот я как бы филолог, да. Вот. Это разные языки. К сожалению, очень жаль, но Юрий Хан вот тоже меня разочаровал сегодня чуть-чуть. А Вассерман, ну, он меня разочаровал давно. Просто, да, ты можешь обладать большим количеством информации, но при всем этом ты можешь ее хорошо хранить, но что-то с ней сделать толком не всегда у тебя есть время. Не всегда у тебя есть возможность, либо желание, либо возможность взглянуть на это с другой точки зрения. Вот. Вот такие дела пироги. А я думала, он просто рыбалку любит. Он любит много карманов. Любой нормальный близнец любит
когда чего-то много, одинаково. Они любят, кстати, вот смесь близнецов с тельцами, переход из тельцов в близнецов дает очень часто ощущение коллекционирования чего-то маленького. Всякие фигурки из Лего, да, что-нибудь такое, вот, компакт-диски. Это естественное умение накопить что-то по тельцу, перерастающее в желание накопить что-то одинаковое. Вот. Грубо говоря, если начинающий телец будет накапливать просто компакт-диски, потому что ему как бы нравится сам принцип, ему не важно, что там за музыка на этих дисках, да, просто вот еще один компакт-диск, еще, число растет, уже круто, то человек, переходящий из тельцов в близнецы, он будет накапливать что-то одно. Диски с тяжелым роком, допустим, либо диски группы Beatles, разных изданий, разных этих самых версий, да, он будет накапливать уже что-то такое, вот, что-то особенное, но похожее одно на одно. Вот такие дела, пироги. Как-то так. Ну что, интересно получилось? Я надеюсь, что получилось интересно. Если да, поставьте лайк, пожалуйста. Ну, на ютубе это принято. Вот, если... Ну, часто, кстати, лайки слетают в последнее время. Поэтому, ну, проследите, остался ли ваш лайк на канале. Ну и комментарии жду. Даже видео я это перевыпущу в виде... видео, да, масло масляное, но суть в том, что как бы это не буду сохранять этот эфир, обрежу чуть начало там с приветствиями, с этим всем, просто выложу как новое видео. Вот там можно будет оставить еще комментарий. Я коллекционер в точку, я близнец, коплю карты Таро. Вот, да, то же самое, то же самое. Роман, а может ли быть основной задачей иерофанта это как сохранение традиций, так и осовременивать их? А вот об этом, да, мальчики и девочки, мы с вами поговорим на следующей лекции, потому что следующая лекция в пятницу у нас будет именно по смыслу жизни, который можно прочувствовать с помощью карты Таро Иерофант. Да? Вот те самые ощущения, что и как нужно делать, чтобы правильно прочувствовать этого Иерофанта, чтобы продвинуться куда-то в понимании чего это. Вот, потому как, ну, не сидеть же нам вечность на одном месте, как вот этот Иерофант сидит, он же тоже должен как-то развиваться. Вот, кстати, сериал «Молодой папа», он как раз про это, про то, как развиваться нужно. При всем этом не отклоняться от традиции, но и развивать традицию следом за собой. То есть там, ну, тема на самом деле сложная, но интересная. Вот такие пироги с котятами, да, как говорится. Хорошо. Ну что, рад вас был всех сегодня видеть. Сколько у нас по итогу там? О, 27 человек, ничего себе. Откуда у вас только взялось? Хотя вроде бы вторник, да? Ну, посмотрим, сколько будет в пятницу. Наверное, поменьше. Там народ-то больше по заведениям всяким. Спасибо всем за вопросы, за лайки, за комментарии, за внимание. И жду вас в пятницу на такую же философскую, скорее, лекцию по Иерофанту. Там будем думать, как его, в какую сторону правильно его крутить, чтобы с него польза была, а не просто говорильня. Я одеван и чувствую себя будто близнецом периодически. То накапливать, то выбрасывать. Ну, смотрите, финальный аккорд, да, берем планеты по третьему дому, по этим картам, да, это у нас кто? Меркурий, а это у нас кто? Прозерпина. Берем Деву, 6-й дом, Меркурий и Прозерпину. Только в Деве Прозерпина на первом месте, да, это ее первая обитель, да, и вторая обитель по этому дому у Меркурия. Поэтому это примерно то же самое. Вот, только чуть-чуть наоборот. Да. Поэтому да, эти карты, они не только связаны с предыдущими и с последующими, еще и с противоположными, но еще и с теми картами, которые лежат в родственных домах. Да, и относятся к тем же планетам.
Вот. Спасибо огромное вам за такие стримы. Ну, спасибо, что приходите, спасибо, что задаете вопросы. Этих обалденных стримов не было бы, если бы мне было некому это говорить. Потому как я пытался записывать видео как-то так сам, один на один с камерой. Получается полная ерунда, себя слушать я не могу без слушателей, да. Если нет слушателя, мне приходится работать из-за слушателя, а себя слушать я не очень люблю. Я начинаю какой-то бред нести, ересь какую-то. И вообще, ну, какой смысл разговаривать самому с собой? Я и так все знаю, что я могу себе сказать. Поэтому вот спасибо вам, что есть. А вы самые лучшие зрители. Да, рад вас буду видеть на следующих лекциях. Всем пока.